Привет, друзья! Вы на канале Классная рыбалка с Алексом. Сегодня мы с вами выбрались на рыбалку. Будем экспериментировать, будем ловить на жерлицы. Суть вопроса: у меня живцов мало, всего 10 штук живцов, поэтому поставлю, наверное, штук 7 жерлиц. Вот, сейчас их частично расставил. Короче, ситуация какая? До свала, который находится вот где-то метров через 100, я не добрался, так как я сейчас нахожусь на водохранилище, и вот перед нами такой вот слом льда. Толщина льда совершенно недавно, скажем прямо, в этих местах лед стал второй уже или третий раз совершенно недавно, то есть буквально там, я не знаю, дней 5-7 назад. Вот, толщина льда на сломе, который ломала, там сантиметров 7, не больше. Вот здесь вы можете увидеть вот такие ледяные плиты поломанные. Вот, может быть до 10, поэтому через через этот лед поломанный я переходить не буду. Рисковать ни к чему. Как вы видите, на рыбалке я один, то есть приехал совершенно один. И понятно, собственно говоря, почему. Да, идут боевые действия, и людям далеко там не до рыбалки. Но тем не менее, очень сильно захотелось, и наконец-то мне удалось вырваться на данную рыбалку. Надеюсь, дальше будет это все дело чаще происходить. Поживем увидим. Значит, смотрите, цели и задачи очень простые. Короче, расставляю жерлицы на расстоянии приблизительно метров по 30-40 друг от друга. Вот. И в чем нюанс? Хочу половить с прикормкой. Так, друзья, достанем свой шуруповерт. И прикормка. Тут ее немного, килограммовая пачка с добавлением прикормочки, с добавлением 2 коробок насадочного мотыля. Сейчас, короче, через жерлицу я просверлю лунки для чистоты эксперимента. Одна лунка будет подкормлена на жерлице, вторая нет. И посмотрим на конечный результат, где будет лучше клевать. Так, одну просверлили, и на расстоянии 2 метра вторую прикормочно. Есть такое. На этой будем ловить. Там жерлица будет, здесь делаем закорм и будем ловить плотву, если она тут, конечно, будет. Так, сейчас выставим, друзья, жерлицы. У меня такие флюорокарбоновые поводки 50 сантиметров. Глубины здесь где-то в районе от 5 до 6 метров. Но в основном жерлицы стоят, поставлю по 6 метрам глубины. Часть я вот там рядом с торосами льда поставил. Но только часть, вот эта, которая стоит прямо напротив меня, и так ранее, она не выставлена еще. Поднимаю живца, не знаю, где-то сантиметров на 40, на 60 от дна. Иногда на метр. Да, здесь глубина получается, где-то 5,70. Она так и есть, от 5,5 до 6 метров. Живца возьмем. И я ловлю на двойничке под спиной. Плавничок насадили. Живец хороший. Хороший, но мало. Сейчас купить нельзя. Скоро запрет на щуку и мотивация следующего характера. Живец не продается, потому что запрет на щуку. Задаю вопрос: а что, судака ловить не надо, нельзя? Да не, можно, но кто его на жерлице ловит? И это в 2 магазинах. Странные, конечно, диалоги. Ладно. Так, друзья, возьмем сейчас прикормочку и прикормим через лунку. На самом деле, вот без прикормки, без ничего прошло уже более часа. Вот, результатов вообще никаких. Поклевок не было. Попробуем через лунку закормить такой замечательной прикормкой. Я думаю,
по одной такой хорошей кормушке через лунку всыпать. Так, друзья, глубина 6 метров, 5,80. Открыли кормуху. Вот. На дне. И на дном. Раз, два, три, 4, 5. Да, 5,80 глубина. На дном открыли. Точнее, на дне. И где-то 50 сантиметров от дна остатки выбили. То есть рассыпалось такое кормовое пятно. Я думаю, что где-то на метр точно. И все это на самом деле рядом с живцом. На расстоянии буквально сколько тут? Ну, может быть, до 2 метров. Так, друзья, после закармливания прошло еще 40 минут, попил я чая. И, в общем-то, сейчас начнем облавливать лунки. Сработок жерлиц так и нет, давление падает, но, тем не менее, на рыбалку далеко не часто в это время выезжаю, скажем так, совсем редко. Надо пользоваться моментом. Будем сейчас облавливать луночку. Она закормлена. Посмотрим, может быть, какая-то плотвичка есть. Глубина здесь 5,80. Друзья, уже начало 11, точнее пол-11, и первая сработка. Дальняя жерлица рядом с торосом. Дадим рыбе заглотнуть. Что-то хорошее, я вам скажу. Такое очень приличное. Не знаю что, но что-то неплохое. И очень резвая. Сейчас посмотрим. Надеюсь. Да, рыбки такие. И что вы думаете? Да это, друзья, гляньте, какой красавец вообще. Пипец. Бомба. Вот это, друзья, судачина. Фух. Просто бомбяка. Круто. Фух. И запасных живцов нет. Гляньте, какой красавец. Фух. Просто бомба, гля. Я в восторге, друзья. Такой красавец. Шикарный. Просто шикарный. Ну, скажу так. Кило 2,5 в нем точно. Ну, взвесим. Посмотрим. Да. Так, а что ты мне живца отдашь? Отдай живца. Может, повезет. Живца. Красавец, вообще бомба. Так, мне живец нужен. Фух. Вот это, друзья, гляньте, вообще бомба. Черный красавец. Так, я сюда сейчас принесу другую жерлицу. Вот это бомбяка. Полдня ждать сработки, и вот она. Так, взял живца. Ну, такие стаями, конечно, не ходят по мели. Это одиночка, скорее всего. Но все равно, на всякий случай, на торосе. Кстати, не яма, 5,80 глубина. Красавец. Просто шикарный красавец. Так, друзья, поменяли живца. Тут живец тоже хороший такой. Да вообще.
Это я понимаю. Вот за таким я и езжу. На самом деле мне одного такого более чем достаточно. Вот за такой рыбой, ребят, надо ездить. Не за мелкотой 400-500 грамм. И щучками там. Да, хорош. Ждем, надеемся и ждем. Друзья, ну просто бомба. Сейчас давайте возьмем весы, взвесим, чтобы четко понимать, что мы имеем. Я им просто не налюбуюсь. Это просто он шикарен. Весы в ноль. А ну-ка, что мы имеем? 2300. Отлично. Вот такой судачина. 2300. Я считаю, что это уже хороший результат. Продолжаем рыбалку, друзья. Надо бы живца наловить. Ну что, друзья, живца достали. Условно живой. Надеяться, что живец очухается. Но это карась должен очухаться. Других вариантов у него нет. Другого карася у меня нет. О, дергается, отлично. Отлично вообще. Чуть дальше, метров, короче, через 40 еще одну жерлицу. Тут не клюет, на крайнюю клюву. Давайте попробуем. Это судак, он может тут стоять или в этой акватории себе ходить, бродить, что-то думать. Друзья, гляньте, пожеванный живец прекрасно себя чувствует. Прекрасно. Ну, как для рыбы, которая побывала в зубах хищника. Так, суть вопроса. Перенес жерлицу к месту сработки, точнее, чуть-чуть дальше, вот 30 метров от того места, где сработала, вдоль тороса. Посмотрим результаты. Друзья, решил просверлиться за торосами. Вот там у нас торосы, и там жерлицы у меня остались. Вот, за все время была только одна сработка судака. И я просверлил еще 5 лунок дальше за торосы в море. Ну, могу сказать так, вот видно такие темные пятна, да, это выступает вода по трещинам. То есть, когда поднимают воду, вода выступает. Могу сказать следующее. Толщина льда здесь, конечно, мягко говоря, совсем не ахти. Сейчас вот просверлю. То есть буквально там, не знаю, 3-4 оборота бура. То есть, да, ее видно, 5 сантиметров. Короче, дальше не пойду, бо это уже при такой температуре на улице совсем опасно. Реально-то. Все, возвращаюсь. Обловлю эти лунки, но дальше точно не пойду. Да идешь, он каждый шаг. Вода с лунок выступает. Короче, такое себе. Это, чтобы вы понимали, 3-й раз лед становится. За торосами, вот там в заливе, толщина льда больше, она там сантиметров где-то 10, 7-10. А здесь, ну, 5. Так что нужно быть всегда очень аккуратным. Сейчас обловлю эти лунки балансиром. И все, дальше точно не пойду. Ребят, прикол. Пошел чистить лунки. Тупо лунки почистить. И там, где я поставил очередную жерлицу, рядом с той, которая сработала, поднимаю, какая-то тяжесть. Ни сработки, ничего. Вы поняли, ни вымотки. Ничего не было. Просто тупо какая-то тяжесть. Думал, за льдину зацепился. Тут слоеный лед один за другой. Это ту жерлицу, которую я, кстати, переставил. Сейчас посмотрим. Не хочет показываться.
Короче, товарищ, судя по всему, гляньте, такой хороший. Какой красавец. Какой вообще красивый. Вы поняли? Друзья, вопросы есть? Он даже не зацепился особо. Так, слегка. Короче, этот товарищ решил на тупом пожевать на месте живца. Он даже не зацепился, друзья. Живец. Живца дай. Ты на палец не откусишь? Не, я заглотил. Красавец вообще. Такой же лось. Плюс-минус. Хорош, ребят, вообще хорош. Такой же лось, один в один. Вообще полностью идентичный натуральному. Вы смотрите. Какие лоси клюют. Тоже где-то 2400, 2300. Класс. Вот это рыбалка. Не миллион поклевок. Всего 2. Ну блин, ребят, какие, зато какие, гляньте. Красавелла. Вот это я понимаю. Судачки. Красавеллы. Ну, так этот еще больше, слышите? Друзья, короче, переставим еще одну жерлицу. Получается, вот крайняя была, потом, которая сработала, потом вот эта сработала. И еще через 40 метров поставлю еще одну. То есть таким образом по чуть-чуть перемещаемся. Мало ли, может, в рот очередному судаку попадем. Друзья, уже заходит солнце. Начинаются сумерки. Вот такое солнышко. Погода, конечно, сегодня была классная. Вот именно для отдыха, для нахождения непосредственно на природе, на воздухе. Погода обалденная. Рыбе она не очень нравилась, потому что последние несколько дней идут такие сильные изменения давления, то есть гонки такие по давлению, рост давления. Сегодня сильно давление росло, а сегодня сильно оно в течение всего дня падает. Но это такое. Какое время есть для рыбалки, тем временем мы и пользуемся. Вот. Что по эксперименту? Значит, смотрите, я закормил 5 лунок рядом с жерлицами. Толку не было никакого, то есть эти жерлицы не сработали. Прикормка, можно сказать, что прикормка не подействовала. Но на самом деле это было бы неправильно говорить. Объясню почему. Аргументирую. Дело в том, что по всем 5 лункам я не поймал ни одной белой рыбы. То есть по факту белая рыба была неактивна и вообще никак не реагировала на прикормку. То есть та же ситуация, что и по судаку. Судак, по большому счету, рыбалкой, скажу честно, рыбалкой я доволен. Рыбалка была классная. То есть тут без вариантов. Поймано 2 трофейных судака, общий вес около 5 килограмм.
Один там, по-моему, 2,300 или 2,350 или 2,370. Второй судачок чуть-чуть побольше оказался, там порядка где-то 2,700. Чуть-чуть меньше. Вот, то есть общий вес рыбы 5 килограмм. Ну, как бы норма выполнена, даже перевыполнена. Вот, рыбалкой доволен. Но были нюансы. Нюансы какого характера? Во-первых, лед на самом деле достаточно опасный. То есть там, где я сейчас нахожусь, до торосов, толщина льда составляет порядка 20 сантиметров, а за торосами, вот там, то есть буквально уже на расстоянии там 70 метров, толщина льда 5 сантиметров. То есть вот такая история. Судя по всему, там его ломало, он нарастал, снова ломало, все это подпихивало под лед, на котором я нахожусь. Ну, в общем, такие специфические условия по рыбалке. Вот. Судак был совершенно неактивен. Первого, которого я поймал, он как бы взял нормально наживку, там что-то заглотил, протянул и так далее. Ну, вы видели, я подсек, достал, как бы там все в порядке. А по второму судаку это был просто какой-то курьез. То есть судак, который крупнее первого, ну, не намного, но крупнее, там грамм на 300, он больше, то есть уже под 3 килограмма, аккуратно подошел к живцу, аккуратно его взял и стоял на месте, друзья. То есть он даже не двигался, он никуда не плыл, не бежал там, его ничего не беспокоило. Он просто аккуратно взял живца и держал его во рту. То есть, как я узнал, что там рыба? С самого начала я там съемку не вел по одной простой причине. Потому что банально я чистил лунки. То есть я взял жерлицу, подымаю, а там зацеп. Я, честно говоря, подумал, что это льдина, которая подошла, забросила ее под основной лед, и вот что-то замоталось, что-то произошел зацеп, а потом зацеп ожил. Все. И как бы сюда все остальное вы уже видели. Я камеру включил, судака достали. Но в целом, как бы рыбалкой доволен. Хотелось бы более активного клёва. И я думал, честно говоря, чему я был удивлен, я не ожидал тут встретить судака. То есть я думал, что здесь возможен прилов там судака, но мелкого. То есть там 400-500 грамм. Почему? Потому что глубины здесь 5,5-6 метров. До русла, куда я хотел дойти, я в принципе не дошел до русловых ям. Ну это туда дальше, наверное, с километр, метров 800. Но там просто банально опасный лед. Как бы я это понял и думаю, ну ладно, хорошо, половлю щуку здесь. Щука, и близко ее не было, ни одной поклевки. Всего была одна сработка и как результат 2 судака при одном флаге. Вот такая история. Сейчас я буду потихонечку собираться, но рыбалку еще продолжу. То есть еще, я думаю, 1,5 часа половить. То есть я хочу сумерки половить и там первые полчаса после захода солнца. После чего уже буду выдвигаться домой. Вот. Если вам видос понравился, ну, ставь класс, подписывайся на канал, все как обычно. От себя могу добавить, друзья, помогайте всеми возможными способами вооруженным силам Украины. Точнее, силам обороны Украины. Потому что неправильно сказать, что в данный момент занимаются обороной Украины только ВСУ. Это не совсем так. Тут же участвует и Национальная гвардия, и силы специальных операций, и погранслужба, и даже полиция тоже участвует во всем этом добре. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Если есть возможность, поддерживайте, помогайте силам обороны Украины. И победа будет за нами. Так или иначе. Всем спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч на канале. Пока.